хочу показать вам вот такую вот красивую Motorola H50. Привет всем, вы на канале KitaiQX, и сегодня хочу показать вам очередной смартфон у меня на канале. У меня их не очень много. Я не знаю, есть ли смысл снимать обзоры на смартфоны, но давайте попробуем. H50 будет снимать обзор на H40, а H40 на H50. Давайте приступим к обзору. Приходит вот такой вот эко-коробки, ничего такого примечательного. Motorola славится своими эко-коробками. Коробка сделана из переработанных материалов. Когда мы первый раз открываем смартфон, он просто бесподобно пахнет. В коробке все пахнет, пропитано парфюмами, просто сногсшибательно. Вот это мне нравится в Motorola. В данном случае комплектация без зарядки, как мы видим, чехол, скрепочка, телефон, кабель, Type-C, Type-C и все. Ну, инструкция, понятно. Блочок в комплекте не идет. Есть версии, которые поставляются с блочком, но я таких не встречал. Телефон может быть в трех цветах: серый, зеленый, персиковый. Персиковый и зеленый идут такое под эко-кожу, а серый у нас идет с замши. Телефон выглядит бесподобно, как вы видите. Тактильное ощущение просто на высоте. Этот экран-водопад лежит прям классно в руке вообще. Я не знаю, вот эти рамки, все тоненькое, все такое вот красивое. В чехле тоже телефон выглядит просто классно. Я не скажу, что там какие-то претензии есть. По дизайну мне Моторолки очень нравятся. Я не знаю, если у вас какие-то есть до них претензии по дизайну или вы что-то хотели, напишите в комментариях, будем обсуждать. Лично мне еще понравилось, что у этого телефона есть защита, полноценная защита IP68, а точнее по стандарту прочности MIL STD 810H. Это военный стандарт, официально так заявлено на сайте. Это просто круто. Габариты Motorola 160 на 72 на 7,8 толщина, весом 180 грамм. И с учетом таких габаритов он защищен по военному стандарту. Это просто круто. В общем, по дизайну телефон выглядит дорого, сидит в руке прям классно. Итак, давайте вкратце про характеристики. У нас экран 6,7 дюймов, 1220 на 2712 пикселей, плотность 446, 120 Гц, HDR10+. Алюминиевая рамка, IP68 по стандарту MIL STD 810H. Защитное стекло Gorilla Glass 5-го поколения. Может выдерживать глубину до 1,5 метра в течение 30 минут. Размер 168 на 72,4 на 7,8 толщиной, вес 180 грамм. Процессор Snapdragon 7 Gen 1AE 4-нанометровый. Графическое ядро у нас Adreno 644, Android 14 на борту. Варианты памяти может быть 8256, 12512, в данном случае 12512. По камерам будем рассматривать дальше. Есть, конечно, Bluetooth, Wi-Fi, GPS и все такое. Стереозвук, батареечка на 5000 мА, зарядочка до 68 Вт в комплекте не идет. Стереозвук, вибромоторы очень хорошего качества. Звук, кстати, далее мы проверим, насколько он стерео и насколько он равномерный. Также в телефоне у нас есть лоток сим-карт. Он на одну симку и все. Все остальное можно добавить виртуально. То есть поддерживается с eSIM. eSIM можно добавить до 10 штук, но активно будет только одна. То есть физическая и eSIM. Вы их можете использовать в паре. Если вы хотите использовать другую eSIM-ку, одна выключается, другая включается. То есть, суммарно у вас на телефоне может быть 11 сим-карт, одна физическая, 10 виртуальных. То есть между ними можно переключаться. Так, а теперь что у нас по экрану? А экран у нас с матрицей POLED с высоким разрешением 1220 на 2712 пикселей. То есть, так, грубо говоря, 1,5К, да. Максимальная частота обновления 120 Гц. В настройках можно выбрать 60 или автоматический режим. Не знаю, я юзаю на 120, самое то. Пиковая яркость 1600 нит. У меня нечем проверить. Будем верить описанию, да, будем говорить так. Цвета на Motorola прям классные, насыщенные, сочные. Там их можно поднастроить, цветовую гамму можно выставить. Также заявленные в экране HDR10+. Супер, я не знаю.
знаю, что еще тут рассказать. Насчет шима я могу судить только с других обзоров, то есть на 100% яркости 7% шин, на 15% 12% шим, плюс-минус где-то так. Короче, не сказать, что высокий, но терпимо. Я скажу, сколько я им пользовался, глаза вообще не устают. В телефоне у нас защитное стекло Gorilla Glass 5-го поколения, то есть, ну, как бы нормально. Может, хотелось бы что-нибудь и покруче, но и это сойдет. Скажу так в заключение, что экран Motorola H50 прям по всем параметрам крутой. Точно, забыл еще сказать, что у нас есть отпечаток пальца ультразвуковой, который находится под экраном. Про него сказать что-то такого особенного нету. Работает отлично, срабатывает быстро, расположенный чуть-чуть низко, хотелось бы чуть-чуть выше. Теперь давайте вкратце разберем процессор и память. Как я и говорил, тут у нас Snapdragon 7 Gen IE 4-нанометровый. Ну что я могу сказать? Я думал в такой ценовой категории, а ценовая категория у нас как бы не маленькая, $400-450, смотря где брать. Я думал, процессор будет помощнее, но тем не менее этот процессор себя хорошо показывает. Вон тут он набирает примерно 730 тысяч баллов, ну как бы неплохо. Не прям супер игровой смартфон, но тем не менее он хорошо себя показывает, справляется со своими задачами. В камерах пишет 4К, далее это мы посмотрим. В играх себя ведет хорошо, чуть-чуть скидает частоты после 15 минут работы, где-то примерно на 20%, но тем не менее сильно при этом не греется, где-то до 45 градусов, то есть можно спокойно на нем играть в игры. Операционная система. Что у нас по операционной системе и искусственному интеллекту, который очень любит Motorola? Интерфейс у нас Android 14 Hello UE, вроде бы так правильно называется. Работает плавно, работает классно, свои фишки имеет, настроек немного. Это такой, знаете, очень урезанный, так сказать, по настройкам смартфон. В принципе, Motorola, они чем-то похожи на Google Pixel, тем, что они минимум настроек вам дают для использования, но с другой стороны при этом оболочка остается легкая, юзабельная, не глючит за время использования. Вот скажу так, у меня Motorola H40, на которой снимаются эти все обзоры, которые вы видите уже где-то около года, может больше, они все снимаются на H40, и за время использования я в оболочке глюков вообще не видел, так что в H50, я думаю, будет та же самая картина. Так что по оболочке и настройке тут, ну, есть небольшие свои фишечки, как подсветка экрана при уведомлениях. Можно выбрать свои стили, поменять там шрифты, которые там есть предустановленные. Можно поменять анимацию отпечатка пальца. И какие-то настройки есть. Если вы хотите больше, ставите стороннюю оболочку себе и имеете куча настроек просто. Ну и также у нас хорошо работает искусственный интеллект. Особенно это заметно в генерации обоев для экрана и в камере. То есть в камере искусственный интеллект отрабатывает прям классно. А теперь давайте перейдем и к камерам. У нас тут на борту имеется 4 камеры, одна фронталочка, 3 задних. Основные камеры 50 мегапикселей, диафрагма f1.8, размер матрицы 1 к 1,56 с оптической стабилизацией. Телефотообъектив, разрешение 10 мегапикселей, диафрагма f2.0 с трехкратным оптическим зумом и сверхширокоугольный объектив разрешением 13 мегапикселей, диафрагма f2.2, угол обзора 120 градусов. Записывать видео основные камеры умеют 4К 30 кадров, Full HD 60 кадров. Фронтальная камера 32 мегапикселя, диафрагма f2.4. Не знаю насчет автофокуса, такое чувство, что он есть, но работает как-то интересно. Запись видео фронталки 4К 30 кадров, Full HD 60 кадров. Сейчас мы с вами немножко протестим, как они пишут, основные камеры и фронталочка, и посмотрите сами. 4К 30 кадров, Motorola H50, вот так вот снимает. Еще у нас в обзоре будут часы Watch 5. Не знаю, когда это все выйдет, но выйдет. Вот так вот 4К снимает Motorola, на свет назад прям отрабатывает классно, стабилизация плавная, картинка плавная, мне нравится. Камера, конечно, классная. Теперь давайте затестим Full HD 60 кадров.
Это у нас Full HD 60 кадров. Вот так вот справляется Motorola H50. Я считаю, очень хорошо, очень хорошо. Вот. Фронталочка 4К, те же самые условия специально, чтобы можно было хорошо сравнивать. Вот так вот это выглядит, тоже справляется хорошо. Тут фронталочка, как вы помните, с характеристик 32 мегапикселя, со стабилизацией, и вот так вот это выглядит. Ну, я думаю, тоже знатно. Фронталочка тут, конечно, хорошая. Ну и ценовая категория телефона, конечно, хорошая. Теперь фронталочка Full HD 60 кадров. Если вы хотите вот так вот в движении снимать себя, вот так вот это будет выглядеть. Фронталочка 60 кадров Full HD. Тоже качество хорошее. И все отрабатывает отлично. Мне нравится. Конечно, камеры в H50 прям знатные, хорошие за свою ценовую категорию. Что я могу сказать? Могу сказать, что камеры тут прям меня порадовали, я не знаю. В H40 хорошие камеры, этот обзор выйдет следующим, а в H50 прям лучше, заметно лучше, работают лучше, видео пишут прям лучше. Особенно фронталка меня порадовала, фронталка тут прям бомба, я не знаю, на нее прям можно хорошо записывать видео. Так что Motorola меня за свои 400 баксов реально порадовала. Еще один тест. Вот поставил телефончик H50 на штатив. Хочу вам показать, что он умеет переключаться между объективами. Значит, мы можем 0,5. Вот такой вот ширик включается. Прям во время съемки. Вот я вам покажу. Вставочку еще раз сделаю. Вот во время съемки он вот так вот переключается. Без всяких проблем. X1. Извиняйте тут за звук, потому что звук записывается непосредственно на H50. Потом можем сделать оптический X2 и врубить телевичок. Телевичок переключается тоже на объектив. И вот такая вот фишечка есть у этого телефона. Телевичок тут прям вообще классного качества, мне нравится. По автономности, значит, что у нас? Motorola H50 имеет аккумулятор в 5000 мАh. Это очень хорошо. Телефончик полноценно работает один день, если экономить 2 дня. Активность экрана где-то до 7 часов работы на максимальной яркости. Но если играть в игры, то меньше будет, конечно. Поддерживает зарядку до 68 Вт. В комплекте зарядка не идет, но я проверял. У меня есть зарядка 68 Вт от Motorola H40. Телефон заряжается примерно за час до 100% с нуля. Но если вот так вот подпитать, то 60% загоняется за 30 минут. То есть, если вы вот так поставили, 30 минут, у вас 60% круть. Также телефон поддерживает беспроводную зарядку до 15 Вт. Беспроводные зарядочки у меня вот есть видео. Беспроводные зарядочки вот у вас сверху справа появилась подсказка. Есть у меня обзор, можете зайти посмотреть. И также есть реверсивная зарядка в H50. То есть, вы можете телефон заряжать от другого телефона, от этого телефона заряжать другой телефон. То есть, прикольная штука. Еще, что самое прикольное у Motorola, это поддержка 5 лет. То есть вы можете спокойненько пользоваться, телефон будет 5 лет обновляться, 5 лет приходить там обновление безопасности. А теперь давайте еще протестим звучание динамиков и саму картинку. Так сказать, итоги. Скажу вам так, звук у телефона классный.
Экран суперовый, влагозащита прям на уровне. Есть ли смысл покупать Motorola Edge 50, если у вас какой-то старый телефон? Да, есть. Есть ли смысл его покупать, например, вместо Poco F6 Pro? То, наверное, не. Давайте так, перейдем по плюсам. Плюс это у нас классный дизайн, эргономика, эко-кожа или эко-замша, IP68 по военному стандарту MIL 810H, качественный стереозвук и очень громкий, это вы слышали в тесте. PIO-LED с классным разрешением, с классной цветопередачей, поддержка eSIM до 10 штук, фирменный интерфейс с 5-летним обновлением, отличные камеры, хорошая фронталка, прям хорошая, не сказать, что отличная, но хорошая. Хорошая автономность, есть беспроводная зарядка, экран 120 Гц, не 144, но 120 Гц тоже в принципе неплохо. Gorilla Glass 5-го поколения, ну, наверное, это больше плюс, но, конечно, можно отнести к минусу, потому что есть как бы стекла и получше. Ну, минус, как по мне, это медленная память UFS 2.2 и Snapdragon 7 Gen 1 AE, потому что, ну, как бы можно было поставить и получше, но, с другой стороны, ты понимаешь, что если бы они сюда влупили получше проц, стали бы хуже камеры, так как, например, сделано в Poco F6 Pro. Ну, а в целом, телефон классный, в принципе, могу советовать к покупке, ссылочки, надеюсь, будут в описании, потому что это не оплаченное видео, это не реклама, так что я посмотрю, если я что-то смогу, я ссылочки добавлю в описании. Вообще обзор просто сделанный, чтобы показать вам, что вот есть моторолки классные, Moto Edge 50, Moto Edge 40 дальше выйдет, Moto G24, а потом еще в завершении сделаем обзор на Poco. А какой? А смотрите следующий видео. Ну а вы были на канале KitaiQX, надеюсь, вам полностью все понравилось. Если что-то не понравилось, пишите комментарии, будем что-то менять в обзорах. Не забываем за спонсорство, подписочку, делитесь этим видео. До новых встреч!